Вселенная всегда стремится к порядку, Лолошка. Знакомая фраза? О, да. Мы не можем просто взять и впасть в уныние. Можете считать, что да, я сдался. Окончательно и бесповоротно. Лоло Джон. Джоналошка. Называйте как хотите, но теперь это официально. Кадры с предыдущей серии, где мы слились в одно целое, это просто невероятно. Также невероятно, что мы смогли эвакуировать кучу людей из отныне... павшего города Эшхолд. А еще напомню, мы своими глазами видели, как багряник по имени Марк заразился очищением. Ой-ой-ой, что же будет дальше? Как говорится, давайте узнаем. А вообще, всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в сердце вселенной. Поехали! И снова всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в сердце вселенной, сезон, в котором мы одно целое. Ага, Лолошка и GDH десяток серий менялись в характере, замечали это, но не понимали, что происходит. Предыдущая серия хоть и не поставила точку в этой теме, но точно дала понять, у этих двоих очень крепкие связи, очень. Также напомню, нападение на город Эшхолд завершено, и, увы, не в пользу человечества. Монстры, в том числе огромный зараженный дракон, превратили некогда крепчайший оплот человечества в руины. Надеюсь, вы понимаете, тот, кто управлял монстрами, никуда не делся. Более того, он даже запугивал Джона, вселяясь в Альфреда. Так что данная история только разогревается. И чтобы найти в этой истории хоть какое-то умиротворение, наверное, надо покормить Ваму. Привет, вот. Ой. Сразу, знаете, так спокойно на душе. Спасибо. Короче, мне уже сказали, дабы начать данную серию, надо просто поспать. Поэтому просто берем и спим. Так, о. Ой. Господи Иисусе. Как это больно звучит. Нет. Нет, пожалуйста. Нет. Нет, нет, нет. Ох. Сон во сне. Ох, как же он здесь ощущается странно. Вот бы мне еще приснилось что-то, кроме бойни в Эшхолде. Ох. Кажется, эта битва была проиграна заранее. Марк. Черт возьми, Марк, он же... Я должен найти его и попробовать развоплотить. Если уж каким-то образом я смог развоплотить Невера и ту женщину, то должен сделать это еще раз. Надо только понять, как я это сделал. А еще нужно понять, что произошло со мной и Джоном. Ой, как много всего. Надеюсь, Джон в порядке. Наверняка он понимает, в чем дело и почему это случилось. А Гимлин и Невер, они... короче, единственное, чего я хочу, чтобы это действительно был сон. Охренеть, сколько мыслей, а ты буквально только проснулся. Так, ладненько. У меня появилось сразу два задания. Багряное воплощение. Отыскать Марка. Развоплотить Марка. Я должен отыскать Марка и вернуть его. Чего бы мне это ни стоило. Так, ладно, Лолошка, я запомнил. Так, и вот оно. Последний из Эшхолда. Обсудить с Джоном слияние. Узнать, как дела у Невера и Гимлина. Поискать выживших после сражения в Эшхолде. О, то есть я могу туда пойти? Окей. Ну, очевидно же. У нас не было ни единого шанса на победу. Я боюсь даже представить, что сейчас происходит в Эшхолде. Надеюсь, Садык и остальные выжившие смогли уйти в безопасное место. Надо отправиться в Эшхолд и проверить это. А еще кое-что уточнить у Джона. О, по поводу слияния, да? Ну что, поговорим? О, Джон, ты все-таки очнулся. Ай, Лолошка, какой ты яркий. Сейчас, погоди. Вот, теперь можно и... О, черт. Слушай, а у тебя 12-й позвонок случайно раньше не болел, нет? Да... Нет, Слушай, а как ты себя чувствуешь? Опа! Опа! Оп. Да лучше не бывает, знаешь ли. Что, реально? Звучит обнадеживающе. Хотя бы отчасти. О, Лолошка, это была ирония, мой дорогой. Так, а что это я вижу? Юный Джон таки тоже очнулся. Не-не-не-не-не-не, пожалуйста, нет. Сейчас я даже придумывать ничего не хочу, просто сгинь отсюда. Ну, знаешь ли,
В любом случае, вот, это тебе. А ну-ка. Ну что ж, это было очень кстати. Спасибо, Беренгарий. Ну вот, это Да, совсем а теперь я прямо-таки настаиваю. Оставь нас. Да что ж такое, ну я разве мешаю вам? Беренгарий, слушай, прости, но у нас правда есть один маленький неотложный разговор. Ай, да что ж это, вам уход нужен, отдых, а не какой-то... Короче. Эй, ты что это делаешь? Ты что это делаешь? Забавно, да? Вполне, Джон, но ты же мог просто... Ой, да ты-то не начинай. Я же 2 раза попросил, заметь. Ну да, и то верно. Короче, с ним все окей. Что же насчет нас? С нами все не очень окей. О, и вот с этого момента по порядку, пожалуйста. Что мы сейчас имеем? Значит, первое, потенциально стертое с лица архея человечества. И второе, подтверждение моей гипотезы о порядке. Нельзя сказать, что нами была проведена какая-то серьезная научная работа. Особенно тобой. Но результат все-таки есть. И он отнюдь неутешительный, лол-ложка. Руку. Да. Поздравляю, лол-ложка. Ты стал частью важного открытия. Это все, конечно, здорово, Джон. Но сейчас я вообще не могу этому радоваться. Или вообще чему-либо радоваться. Ну вот, к сожалению, я разделяю твои мысли на этот счет. Ты же понятия не имеешь, что произошло, верно? Да, но я понимаю, что мы на какое-то время стали одним целым. Ага, и неужели ты раньше не замечал ничего странного? На самом деле, даже для тебя странно это не заметить, лол-ложка. Уверен, ты должен был заметить изменения как минимум в собственном поведении. Я ведь неоднократно это подмечал. Да, я понимаю, о чем ты. Но я списывал это на стресс и переутомление. О, ну конечно же стресс, как я не подумал. Лол-ложка. Господи, ты так переутомился, что слился со своим альтер-эго из параллельной реальности. Ой, да что это я? Обычное дело. Всегда так делаю. Хотя... Я ведь, кстати говоря, тоже... Короче, это все не важно. Вселенная всегда стремится к порядку, лол-ложка. Знакомая фраза? О, да. Я помню ее. Ее часто повторял Джо. Да. Короче, нахождение 2 альтернативных версий одного субъекта в одной реальности — это не порядок, лол-ложка. И ты понимаешь, Вселенная пытается восстановить этот порядок. То есть она считает нас одним объектом. Оп! Эврика! Кстати, насчет Эврики. В своей реальности это я придумал это слово. Так вот, продолжаем. Как же можно было догадаться раньше? Ты, например, лол-ложка, стал более резок и прямолинеен. Скажу честно, в такие моменты было неприятно. То есть это что же, получается, это то, как ты себя обычно ощущаешь при взаимодействии со мной, да? Так, опять. Со мной происходит то же самое. Несмотря на то, что я активно этому сопротивляюсь. Я стал мягче, начал проявлять несвойственную мне эмпатию, иногда и вовсе безрассудную, и... Ладно, вернемся к сути. В каждой реальности есть свои константы. Количество миров, их содержание, какие-то общие факторы, например, химические элементы, составы, Или, например, владельцы этих масок. Черт. Идиотская завеса не дает мне пользоваться... Как бы объяснить тебе без примеров-то? Эй, Джон, я думаю, и так пойму. Не обязательно каждый раз мне пытаться все на пальцах объяснить. О, да? Ну и кто же мы такие с тобой? Как думаешь? Так, выбор. Это ты меня проверяешь на логику или что? Ну, если скажу, что мы мироходцы, в целом не ошибусь. Владельцы масок, междумирцы, не знаю. Ну, мироходцы? И на что же я надеюсь, когда задаю тебе эти вопросы? Так, ладно, Джон, не надо, не начинай. Я понял. Нас 2 в одной реальности, и это как-то ломает реальность. Так? Проблема именно в этом? Вот именно, наконец-то! В 993 вселенной, как и в любой другой, лол-ложка всего один. Ты. И получается, сейчас нас 2, и вселенная пытается это исправить. Да, верно. То есть, подожди, значит, в конечном итоге мы окончательно превратимся в одну личность? Не-не-не-не-не-не, я не знаю как тебя, но меня уж такая перспектива совсем не устраивает. Именно поэтому мы должны справиться с нашей миссией раньше, чем это произойдет. Именно поэтому, лол-ложка,
Я не просто отправился в твою реальность. Я поменял нас местами. А, так вот оно что! Вот зачем ты отправил меня в тот самый портал! Господи, как же это все взаимосвязано! Ребят, напомню, в финале сезона 13 огней, когда мы только впервые увидели GDH, он меня, Лолошку, выкинул в портал. Этот портал привел меня в его реальность, и там мы пробыли весь сезон «Последняя реальность». Опять же. То есть ты это реально продумал настолько заранее? Это просто невероятно, правда. Мне так нравится, как все эти детали скомпоновываются друг с другом. В общем, признаюсь честно, я планировал разобраться с задачей пораньше, если бы только твои друзья не вертелись рядом. Возможно, слушая их, я невольно засомневался в изначальном плане, ведь не могут же они так волноваться о каком-то бесполезном придурке. Нет, я, конечно, знал, что со мной тебе не потягаться, но я думал, а что если вместе выйдет быстрее? Что если ты можешь быть полезен? Так что, когда вопреки моей уверенности в обратном тебя удалось вытащить, я решил рискнуть. На самом деле, раньше я мог только предполагать последствия нашего нахождения в одной реальности. Возможности проверить не было, сам понимаешь. Слишком уж затратненько все это. Но я все-таки, конечно, решил перестраховаться. В любом случае, наше слияние, Лолошка, это плохой знак, очень плохой. Этот знак говорит о том, что время у нас крайне ограничено. И нам, по-хорошему, нужно держаться друг от друга подальше. А, то есть ты поэтому так часто уходил? Не, конечно нет. С тобой просто скучно. Лучше бы не спрашивал. В нашей ситуации дистанцирование не даст особых плодов, даже если мы находимся в разных мирах. Мы могли бы разойтись обратно в своей реальности, используя портал Раи, но выбраться из Архея мы не можем. Никак. Поэтому, либо мы справляемся с нашей задачей до точки невозврата, либо мироздание потеряет такого гениального меня. О, не-не-не, мы же этого не хотим, правильно? Эй, вообще-то знаешь, у меня тоже есть мнение. Я тоже не горю желанием становиться тобой. Но в рамках вселенных потеря моего ума значит чуть больше, чем, твоего. Да, Джон, по-моему, ты совсем не перенял мои черты. Ну так и я рад, что все не так плохо. Значит, шанс у нас все-таки есть. На самом деле, Лолошка, во мне горит огромный научный интерес. И я обязательно бы проверил все последствия, если бы... это не угрожало моему существованию. Да, и почему я не удивлен? Ну а что? Жить-то всем хочется. Так, задание обновлено. Так, а ну-ка проверим сразу. Обсудить с Джоном слияние. О, появилось новое. Да, разговор с Джоном прошел как обычно. Добавились новые вопросы, а ответы на старые я в полной мере так и не получил. Я, правда, не совсем понял, кто же такие эти владельцы масок. Ну ладно, мне сейчас это не особо интересно. Ведь тут-то маской все равно нельзя пользоваться. Надо побыстрее решить загадку Архея. Я не горю желанием становиться... Джоном. Ну не знаю, слушайте, он умный. Хотя, с другой стороны, таким самовлюбленным челиком, который всех презирает, я бы тоже не хотел становиться. Так, в итоге не поговорим. Получается, прямо сейчас мне реально нужно Вэшхолд. Куда это ты? Что? Куда ты вечно собираешься? Я хочу проверить остальных. Ну так и я с тобой тогда. Настолько? Вау! По сути, мы сейчас управляем двумя Лолошками. Кстати, да, насчет того, что я Джона иногда называю Лолошкой. Напомню, просто небольшая информация по лору. Когда-то давным-давно Джон называл себя Лолошкой. Это подтверждает фраза GDH в финале 13 огней, когда он сказал, что давным-давно отказался от этого имени. То есть, да, его звали Лолошкой, но он решил называть себя Джон Дэйви Харрис. Окей. И он реально будет ходить за мной. Так, ну, на всякий случай, давай, наверное, заглянем к Гимлину. Он, получается, все-таки вернулся в сон. То, что нет Марка, это, конечно, пипец. Ну, то есть, я теперь буквально не могу... Ничего? О, стоп. Пламя искры. Желтоватый огонек, плотно закупоренный в бутылку. Предотвращает угасание искры. Это то, что нам дал Беренгарий. В крафте не используется. Окей. А выпить могу? Да, могу, но давай, наверное, сейчас я не буду этого делать. Просто попробуем подойти к Гимлину. Эй, так, поговорить. О, живы-здоровы! Я так рад! Привет, Гимлин. Ты как? Да ты еще спрашиваешь? Ай-яй-яй, ты не понимаешь, Лолошка. Я своих ребят, получается, на смерть повел. Поможешь людям, говорю, мол, твари порубим, благое дело. Город-то ведь надо отстоять.
Отстояли, блин! Ай-яй-яй. Мне надо было помереть там с ними, помереть! Эй, Гимлин, они могли отказаться, ты сам это понимаешь. Но дрались со всеми плечом к плечу. И пали в бою, как настоящие герои. О, да прав ты, конечно, прав. Но если бы не я, их семьи сейчас не остались бы без кормильцев. А представь, если бы я всех наших-то позвал, а? Это же... О, это же... Это что же я, получается, наделал-то? Гимлин, тихо, тихо, пожалуйста, хватит. Мы все были уверены в победе, ты сам это знаешь. Да, кстати. Или хотя бы в успешной эвакуации. Да, послушай Джона, верно говорит. Никто не мог знать, что произойдет. Я правда не думаю, что они сделали бы другой выбор, даже если бы знали. Да. В твоих словах есть честь, ложка. Вот только я не могу сказать, что от этого как-то мне легче. Я понимаю, Гимлин. Слова не вернут твоих товарищей, но только ты можешь сделать так, чтобы их героизм был не зря. Да. Послушай его, как задвинул, а? Вообще-то он прав так-то. То, что ты будешь киснуть, никому лучше не сделает, Гимлин. Все равно что-то не легче. Ладно, Джон, не надо, оставь его. Ну ладненько. Так, ну, во всяком случае, мы пытались. У Гимлина в итоге только торговля. Так, и у нас здесь... О, что это? Какая-то новая иконочка появилась. Погоди, а может быть у Невера будет? Так, GDH за мной. Вперед, вперед. А ну-ка, здравствуйте. О, ё-моё. Чисто пластом валяется поговорить. Невер? Невер, ты ведь не спишь, да? Ай, я не в настроении, Ророшка. Ай, да ты же всегда не в настроении. А сейчас особенно. Невер, мы просто пришли узнать, как ты себя чувствуешь. А как я могу себя чувствовать, по-вашему? Как? Да, Невер, я понимаю, что тебе сейчас тяжело. Сейчас всем тяжело, но и ты пойми. Только вместе мы можем преодолеть это, справиться с произошедшим. Так же, как справились с нападением зараженных, да? Эй, не понял? То есть ты сейчас намекаешь, что это мы виноваты в том, что не смогли выстоять, да? А не ты ли изначально не хотел вообще хоть как-то помогать? Да, в этом и дело. О, я бы мог сидеть на своем дереве и не тратить время. Вылез из-за твоих уговоров, Джон. Послушал дурака. Ой, зачем все это было? Зачем? Эй, Невер, мы просто сделали все возможное. Неужели лучше было бы просто сложить крылья и отдыхать, зная, что где-то там умирают невинные? Лучше. Я снова был молодым птенцом, которому все по плечу. А у меня это отняли. Отняли, Кар. Разрушили. Не завели. Как стены Эшхолда. Невер, господи, неужели ты так сильно винишь себя за то, что делал, будучи монстром? Ты правда думал, что сможешь искупить это все обороной города? Кар. Я уже ничего не ждал. Нет, я ни во что не верил. А теперь я должен снова переживать все это. Проживать ту же боль, которую надеялся больше никогда не испытать. Я привык к своей ноше. Но я не был готов к тому, что эта ноша станет еще больше. Невер, мы сражались вместе с тобой, плечом к крылу. А ты все равно обвиняешь в произошедшем нас? Серьезно? Кар, повторяю, лучше бы мы вообще не сражались. Как выяснилось, Эшхолд пал бы в любом случае, с нашим вмешательством или без. Какой же тогда во всем этом смысл? Смысл в том, Невер, чтобы не сдаваться. Да, в том, чтобы не бросать невинных на произвол судьбы. Если ты думаешь, что нам легко и мы не переживаем, то это не так. Но мы не можем просто взять и сдаться. Мы не можем просто взять и впасть в уныние. После того, что мы вместе прошли, разве это будет правильно? Скажи. Нет. Оставь свои мотивирующие речи кому-нибудь другому, Ророшка. Невинные мертвы. Судьбы не существует. Можете считать, что да, я сдался. Окончательно и бесповоротно. Юродивые. Когда же это все закончится? Да, это депрессия 100-го уровня. Я по-другому просто не могу это назвать. Слушайте, ну надеюсь, что в будущем как-то это
попроще, что ли, станет. Мы там ему как-то поможем и все такое. Так, в итоге? Ну а что в итоге? Истерика. Да, Невер, кажется, совсем потерял надежду. Знаешь, он ведь совсем недавно обрел ее. Ой, и... бла-бла-бла, ты слишком много кого жалеешь, Лолошка. Прям как с детьми носишься, ну ты что? Так, Джон, вот с этим я как-то сам разберусь, хорошо? Грубо. Как угодно, Джон. Если это все, то я пошел. Что? Куда это ты собрался? В Эшхолд. В то, что от него осталось, ты хотел сказать. Я с тобой, Лолош. Нет, нет. О, можешь считать, я не спрашивал. Так будет безопаснее. Тем более, я тоже не против там осмотреться. Да нет, я не об этом. А если мы срастемся снова? Не думаю. Это случилось, когда мы влетели друг в друга. Просто не трогай меня больше, хорошо? Да, ладно. Но можно было это как-то нормально сказать? Не, нельзя. Классика. Так, ладно, получается мы что, телепортируемся в Эшхолд? И да, делаем это вместе. Переместиться. А, во, Эшхолд. Павшая столица. Эй, Лолошка, кстати, а не боишься среди монстров встретить своего друга Багрянника? Нет. Мы, если что, перенесем его в сон и будем держать как Альфреда. О-хо-хо-хо. Удачи удерживать Багряника. А что? Что не так-то? Да знаешь, я не уверен, что в нашем состоянии мы вообще способны с ним сражаться. Ладно, пойдем. Проверим канализацию. О, да, кстати, там же все ушли в канализацию. Монстры. Да уж, город немножечко разрушен. О, зато все свиньи на свободе. Ух ты, это еще что за паучара? Здравствуйте! Так, тихо. А ну давай! Получай, зараза! Да, так, слушай, паутинка, это нехорошо. GDH, а тебе вообще нормально? Делай хоть что-нибудь. Ты реально будешь просто ходить за мной? Как супер тупой NPC в каких-нибудь, знаете, играх, где у тебя напарник ходит. Аккуратненько восстановиться. А, нет, пожалуйста, только не отравление, черт! Я ненавижу отравление. Оно теперь будет бесконечно меня убивать, да? Да-да-да, хп постепенно тратится. Так, ну ладно, есть фиал жизненной силы. Немножко попьем, вроде как не умираю. А это что такое? Почему тут скинт валяется? Какие-то кусочки скинта, реально. Так, монстров все еще убиваем. Это, получается, зараженные жители. Да, ты посмотри, у них даже на лице еще видно лица. Ема! Так, мы в итоге заработали необработанные крупицы и немножко спарков. Ну ладно, спарки это хорошо. Такс, вижу там еще какого-то человека зараженного. Наверное, сейчас они мне не нужны. Пойдем сразу в канализацию. А, блин, забыл то, что у меня сфера желаний. Смотри, вход закрыт. Может быть, там кто-то прячется из выживших? Теория, конечно, интересная, но меч все-таки не убирай. А, ну да, точно. Так. Ты откроешь? Понял. О, господи. Что-то у меня ощущение, что там все-таки будут монстры. Давай, спускайся. Так, лоу. Как-то уж больно тихо. Эй, Садыка! Сайман! Ну... Как минимум, следов драки или трупов вроде как нет. Значит, нормально отсиделись или прошли дальше. Пойдем. Что-то прям совсем тихо. Меня прям напрягает эта тишина. Эй. Кто-нибудь есть? Да слушайте, звучит и выглядит все как-то, ну, умиротворенно. Как будто монстры действительно сюда не пробрались. Поэтому все окей? Я правильно понимаю? Здесь, получается, были какие-то сборы. Мы видим то, что костер разжигали. О! Нифига себе! О, ты погляди-ка, путеводный прокс. Так вот почему Сайман тут обосновался. Забавно. Он же зараженный. Что? А, зараженный скин. Я сначала думал, Сайман зараженный. Хорош! Эй, Джон, а из канализации есть другой выход? Ну, знаешь, предлагаю пока не проверять. Вдруг зараженные будут ждать нас с другой стороны. Неизвестно, сколько их за стенами. Подожди, а что же тогда выжившие? Ну, а выжившие нас точно ждать не будут. Пойдем. А, ну в целом логично, да. Выжившие, получается, о нас даже не знают. Так, погоди, Невер вернулся, Гимлин вернулся. Значит, у нас есть только Садыка, которая не вернулась. Лолошка, пойдем обратно. Тут ловить явно нечего. Заглянем в церковь. Да, кстати, мы же теперь, наверное, можем пройти не просто в церковь, а под церковь. Помните, где артефакты были? Давай, зараза! Что происходит?
Думаешь, я позволю тебе убить меня? Ой-ой-ой, батюшки! Живой! Это же друг Альфреда, я помню! Так, получай, зараза! О, Скотт, здорово! О, спасибо. Не ожидал увидеть вас здесь. Не-не-не-не, подожди. Твое появление здесь куда более неожиданно, чем наше. Зачем ты сунулся сюда, если издалека ясно, что здесь тебе не сильно обрадуются? Тут ты, блин. Да мне и раньше тут рады не были. Теперь хотя бы молчат. Что случилось-то? Ну дай подумать. Ах, да точно. Огромная армия монстров во главе с драконом разнесла Эшхолд в щепки. Ну, больше вроде бы ничего. Да. А инквизиторы, стража? Где все были-то? Скотт, мы пытались отбиваться, но безуспешно. Понятно. Тогда за дело. Что, какое еще дело? Зачем тебе это, охотник? Скотт. Меня зовут Скотт. Работа у меня такая. Успокойся, Скотт. Тебе за нее больше никто не заплатит. А? Я не хочу, чтобы все вот так вот погибало. Мое дело монстров убивать. Пускай за спарки, пускай по найму. Но я этим всю жизнь занимаюсь. Я продолжу, пока дышу. Вы-то мне поможете. Ты что, серьезно? Ты думаешь, у нас больше дел нет, а? Да нет же, я заплачу. Какой толк мне от спарков, если это единственный город? И он пал. Не нужны мне теперь эти спарки. Все, что я раньше покупал, могу теперь забрать из уцелевших домов. Вроде бы никто не против. Понятно. Мародерствуй сколько влезет, но мне спарки точно не нужны. У нас есть другие дела, Скотт. Эй, Скотт, не слушай его, не надо. Мне нужны спарки. Считай, что я Господи. согласен. Что делать? Ну, для начала я бы хотел где-то безопасно обосноваться. О, в канализации никого не было из зараженных, так что... О, я понял. Мне подойдет. Да что же происходит-то, черт возьми? Я в этом участвовать точно не собираюсь. Пока-пока. Развели тут, а? Эй, Джон, стой! Эй, подожди, а где канализация-то? Веди давай. Так, ладно. Эй, Джон, ты серьезно просто уйдешь? А ну-ка. А, он просто... Нет, он не просто сел. Показалось. Так, ладно, получается, канализация в целом неподалеку. Это что такое? О, господи, подожди! Это мутировавшие орки! Скотт, слушай, пройдем за мной, подожди. Надо срочно кое-куда зайти. У меня складывается ощущение, что если я прямо сейчас не посижу у этого скинта, то без заряженного фиала у меня явно ничего не получится. Все, немножко посидели, молодцы, далее встать. Так, ну ладно, у меня вообще лук и стрелы есть, может быть это как-то поможет? Оп. О, подожди. Ну, в целом, чисто теоретически, это отстойная идея. Не, я так точно не убью, там по 7 хп сносится. Так, 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 хорошо. Тихо, тихо, тихо. Молодые. Застрял, мой маленький, ты погляди-ка, а. Все, сколько с тебя падает? Йоу! Кстати, я забыл, блин, надо сферу желаний использовать. Так я явно заработаю больше. Черт. Еще и выносливость прибавляется, я реально позабыл. Так, Скотт. Ты что делаешь? Ты зачем через это здание пошел? Скотт! Алло! Так, все, я его в итоге вызволил, но в итоге орков придется убивать заново. Черт! Хотя ладно, новые спарки я в целом не против. А, так погоди, ты тоже будешь с ними драться? Мочи его! Сюда, Скотт! О, да красавчик! Ты погляди, как он его мочит! Обалдеть, он сносит ему хп! А я тут реально в одного сражаюсь и думаю, как же сложно! Давай, Скотт, хорош, 55, 55, 50, 45. Ай да молодец! В одного! О, а ты хорошо сражаешься. Кстати, как там Альфред? Не хотелось бы остаться последним охотником. Или хуже того, последним человеком. Не волнуйся, Скотт, Альфред пока не воплотился. Но он без сознания. Ну, понял. Так, в итоге канализация. Ой, Скотт какой-то странный. Жутко и неловко одновременно от того, как он себя ведет. Скотт, кстати, ты собираешься остаться здесь, получается? Ну, да, пожалуй, да. И что ты будешь делать? О, сейчас. В этой книге один очень хороший охотник записал все виды монстров. Я продолжу ее вести, но для этого мне нужно как минимум жить. А, я понял. И чтобы я жил, я как только обустроюсь, буду платить тебе за спарки, за... Я понял. Сбор данных, верно?
Да, точно, да. Сбор данных, вот это. Спасибо тебе. А пока что вот, держи. Это счастливый кинжал и красивый красный камень. Ладно, спасибо. Осколок жизненной силы, счастливый кинжал. Маленький кинжал идеально лежит в руке. Ну и ну. Ха. Спасибо, Скотт. Да, действительно, спасибо. Так, в итоге больше не поговорим. Ты реально обустроишься здесь? О, так тут же кристалл есть, точно. Далеко бежать не придется. Я надеюсь, что он нормально обустроится, мы потом вернемся, и он будет платить мне. Это хорошо. Всем привет. Джон, ты здесь? Джон? Ладно. Так, слушайте, мне дали осколок жизненной силы. Я помню то, что единственное, где я его мог использовать, это прокачка фонтана, но... Подожди, прокачка фонтана, это же... Вроде как уже прокачано, да? Never? Расширение владений. А, стоп. У меня точно был... Вот тут написано максимальный уровень, не? Так, ну ладно, все равно купим. Зачем тебе это? Never, я не собираюсь сдаваться, ты же уже это понял. Как же мне это все... Вот, держи и уходи. Спасибо, Never. О, да, смотри, действительно. Фонтан прокачался и стал таким прям, ну, красивеньким. Теперь это действительно фонтан жизни. Что мне это дало, пока непонятно, но здесь у меня использование все еще 4 из 4. Never, на всякий случай, может быть, все-таки еще как-то поболтаем, не? Не, все, встал. А, не. Я помог ему лечь. Блин, Never, все будет хорошо. Все будет хорошо. Марк вернется, жители спасутся. Мы же много кого эвакуировали, все не зря. Да и самое-то главное, ты посмотри, какой фонтан. Ну прям реально объедение. Ой. Внимание, доступен новый рецепт. Желание рост. Желание рост? Делается из огромной кости монстра, из несбывшегося желания. Конечно же, проверить мы сейчас не можем, потому что у нас буквально нет косточки, да и желания тоже нет. Но окей. Окей. Я могу так сказать, сильно. Все то, что мы сейчас переживаем последние 2 серии, это просто вау. По крайней мере, мы поняли, вселенная стремится к порядку. Вот оно, что это оказывается. Мы действительно совершенно позабыли об этой фразе, а она нас преследовала 3 сезона подряд до этого. Запомните раз и навсегда. Вселенная всегда стремится к порядку, где бы мы ни были. То есть, чем дольше мы живем, тем больше мы сливаемся с Джоном. Окей, как говорится, поживем, увидим, что будет дальше. А вы, конечно же, не забывайте подписываться, не забывайте ставить лайки. Рано или поздно мы также встретимся с Марком Багряником. Уж что-то мне это реально подсказывает. И сможем ли мы его развоплотить, опять же покажет время. И моя смекалочка. Надеюсь, вам нравится то, что вы смотрите. Если это так, то опять же лайк, подписка, Бусти, который вот он сверху. Можете поддержать нас донатом. Любая ежемесячная подписка хотя бы на 250 рублей поможет нам создавать все лучше и лучше сезоны. Правда. Я думаю, вы и сами это замечаете. Мы действительно стараемся. Также не забывайте, что у нас доступен новый мерч на сайте мироходец.ру. Ну а если вы здесь впервые, то можете еще и позвать друзей. А с вами были Лолошка и Слияние, а также павший город Эшхолд. Всем удачи, всем пока. Пока-пока-пока. Пока.